Всем привет. Давайте начну сегодняшний расклад, как сказать, с объяснения, как смотреть расклады, мои во всяком случае. Смотрите, мы с вами вот договорились, что вы сегодня выбираете на завтра на 2 расклада свой вариант. Например, вы там завтра будете там второй вариант в первом раскладе, да, а во втором раскладе третий. И вот как судьба вас сведет, такой вам расклад и достанется. Проще говоря, то, что вы должны будете услышать, на какой вопрос и так далее, вы услышите. То, что вам действительно нужно. Ну а я темы выбираю рандомно. То есть я не знаю, что буду снимать после вот этого расклада, да, что буду снимать завтра, этого ничего не знаю. Все рандомно. И, пожалуйста, заранее выбирайте. Итак, сегодня единичкам достался твой тотемный зверь ранен. Какой инстинкт у тебя сломан? Посмотрим, почему инстинкт сломался. Надеюсь, это не будет инстинктом самосохранения, да? Посмотрим, как это все исправить, и вот это все. Итак, единички. Все, что вы хотите, это в закрепленном комментарии. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Ну, тут все понятно, но давайте будем думать, что вы Таро не знаете, да? У тебя инстинкт сломан, хватит. Вот и все. Первый вопрос, кстати, какой твой главный инстинкт поломанный? Ну, ты останавливаться не умеешь. Вот прям вот от слова совсем. Ты берешь на все на себя, да, и тащишь, пока не падаешь. Работаешь по 24 часа, потом еще дома что-то делаешь, потом еще подруге помогаешь, потом еще маме помогаешь, потом еще кому-то помогаешь. И даже когда уже глаза не открываются и руки трясутся, ты все равно продолжаешь. Ты тащишь. Вот ты тащишь, и у тебя инстинкт хватит, он поломан. Потому что внутри у тебя такое убеждение сидит паразитное. Если я остановлюсь, значит я слабая, значит я лентяйка, значит я ничего не стою, ничего не смогу и прочие вот эти выдумки. Ты не чувствуешь, когда уже перегруз. Ты не чувствуешь, когда уже пора сказать вот «хватит, я устала». Только слово понимаешь, да? Не слово устала, а «зае». Зайка ты. Вот. Ты чувствуешь только одно. Надо еще чуть-чуть, еще один там проект, еще одна задача, еще одна услуга, еще одна жертва. И дальше ты идешь. Даже, я бы сказал, не идешь, а ползешь. Даже когда тело тебе орет, ну ты чё, хватит, стоп. Даже когда душа уже в ноль. Ты знаешь, ты просто не умеешь беречь себя. Не умеешь ставить себя на первое место. Ты не умеешь «нет» говорить без вот этого вечного чувства вины. И этот инстинкт у тебя прям дотла сожжен. Ты как машина, которая работает до тех пор, пока вот не развалится на части, а ты уже разваливаешься. Из-за чего этот инстинкт получил удар и сломался? Ну, тут даже говорить не нужно. Потому что тебя вот с детства приучили, что твоя вот эта ценность, она равна твоей полезности. У тебя этот, как называется, ты забыл. Вот когда x равно y, вот это слово. Уравнение, вот, это твое уравнение твоей жизни.
Ценность равна твоей полезности. Ты росла в семье, где вот любовь давали там, за пятерки, да, за то, что ты там подметешь, посуду помоешь, за то, что ты девочка хорошая. И если ты уставала и хотела просто полежать, там, в игрушки поиграть, да, тебя стыдили. Если ты говорила там «я не хочу», тебя назвали там «вот ты о себе только думаешь, о сестренке, о братишке подумай», и вот это вот все. Если ты просила помощи, тебя просто говорили слабенькая, что ли. Вот примерно вот так. И ты очень быстро поняла простую вещь. Если я буду полезной, меня будут любить. Если я буду сильной, меня будут уважать. Если я буду все на себе тащить, меня не бросит никто. И ты научилась. Причем ты научилась быть незаменимой. Ты научилась быть той, без которой никто ничего не может, никто не справится. И, знаешь, твое кредо это «да». Вот есть же фильм такой «Всегда говори да». Вот это ты. Только там ему в пользу, а тебе во вред. И, кстати, сегодня надо будет посмотреть этот фильм. Сегодня суббота, время сейчас 4 часа доходит. Давайте с вами сегодня посмотрим. Да, ну, каждый у себя дома посмотрим. «Всегда говори да» с Джимом Керри. Отвлекся, знаю. Вот посмотри на себя, кстати. Видишь, Джим Керри, он там да говорил на пользу. Ну, как я помню. А ты говоришь да, когда вот это вот, знаешь, приползла домой. Вот именно слово «приползла» с работы. И тебе там муж говорит: «Ну, приготовь мне еду». И ты такая ползешь: «Да, да, сейчас, любимый». Что-то какой-то он любимый, нелюбимый, если он так делает. Но это от меня только такие мысли, к ним прислушиваться не нужно. Нужно прислушиваться к картам. И карты говорят, что ты охренела. Ты всегда да, и ты получаешь свою награду. Тебя хвалят, тебя любят, тебя там в пример, наверное, даже ставят на работе. Только цена-то слишком высока. Вот, знаешь, я всегда говорю, всегда задавай вопрос, вот чего бы ты ни делал, да, а где в этом всем я? Или как его, а что для меня, а какая для меня в этом польза? Понимаешь, вот всегда. Тебе говорят, вот давай ты вот это вот сделаешь. А где в этом польза? Ну, например, на работе, ну, мы тебе дадим там миллиард долларов, повышение, да, зарплату повысим. Вот это можно, да? Можно. Но когда, а мы тебе грамоту выпишем. А что ты с этой грамотой будешь делать, если грамота, она на картонке сделана, и даже жопку ей неудобно вытирать? Это ж картонка. Вот что ты с ней будешь делать? Тоже она несъедобная. Понимаешь? Ты потеряла саму себя. Ты потеряла право быть уставшей. Ты потеряла право быть слабой. Быть обычной ты даже потеряла право. Да чего там быть обычной? Ты потеряла право быть человеком. И теперь ты живешь с этим переломанным инстинктом. Ты не умеешь остановиться, потому что боишься, что если ты остановишься, то тебя разлюбят. Ты боишься, что если скажешь «хватит», то тебя там заменят, переменят, найдут другую. Вот и ты боишься, что если ты перестанешь быть полезной, то ты станешь никем. Но это же не так. Как инстинкт этот починить и вернуть себе силу? Во-первых, в проживании арканов это суд. Вот самое первое это суд, потом маг, потом императрица и император. И дьявол еще. Потому что эгоизм тут тоже поломанный. Ну, здоровый эгоизм, я имею в виду. А по картам начни «нет» говорить каждый день. Прям вот с завтрашнего утра тебе говорят: «Любимая, а сделай мне завтрак». А ты говоришь «нет». Вон, иди, кухня знаешь где, знаешь. Дуй и мне заодно сделай. Не ругайся ни с кем, никогда не ругайся, потому что ты все-таки меня смотришь, и ты не истеричка. Вот говоришь:
и мне заодно завтрак сделаешь. Чё слабо, скажи вот так вот прям, чё слабо. И, знаешь, для приличия, когда ты разговариваешь с мужем спокойно, вот именно спокойно, никаких вот этих истерик, ультразвуков не надо. Запомни раз и навсегда, когда ты с мужчиной разговариваешь на повышенных тонах, он тебя не слышит. Уши мужчины выстроены так, что когда ты начинаешь кричать, и чем громче ты орешь, тем больше он тебя не слышит. Вот это, знаешь, вот как будто белый шум у мужика. Вот запомни, вот это всегда запомни. Всегда говори нежно, тихо с мужиком. Даже если ты говоришь, если ты сейчас посуду не помоешь, я тебе что-нибудь сделаю, да? Вот говоришь нежно, и тебя будут слышать. Поэтому с завтрашнего дня начальник валит на тебя вот эту дополнительную работу без оплаты, без ничего. Говори нет, нет, вот так вот прям вот говоришь, такая нет. Ни ругачки, ничего, ни там я пойду жаловаться на вас, там, всяким президентам Антарктиды и так далее. Нет. Всегда говори спокойно, чтобы тебя слышали и чтобы тебя понимали. Проблема женщин, почему их не слышат, они переходят на крик. И чем громче ты орешь, тем больше ты ничего не добьешься. Запомни, даже если это другая женщина. Например, там, если ты такой человек, да, который вот любит, я пойду на вас в прокуратуру жаловаться и так далее. Нет, никогда не кричи. Говори спокойно и нежно. И желательно с улыбкой психопата. Я тебе серьезно говорю, тебя услышат сразу все. Особенно муж, который тебе завтрак не готовит. И там подруга говорит посидеть с ребенком, с ее, да? Говорит тоже нет. Если там еще кто-то чего-то просишь, а ты хочешь сказать нет, на что бы ты говорила раньше, да, говори нет. Вот хочешь нет, говори нет, без объяснений. Не нужно никогда объяснять. Только можно сказать, если ты меня не услышал, я могу это повторить, но в моих руках будет скалка. Вот прям вот так вот спокойно говоришь. Тебя любой мужик услышит. Просто поверь. Понимаешь? И сначала, конечно, пипец будет. Тебе будут говорить там, ты эгоистка, ты черствая, ты там, это как ее, как называется, вот которая манипуляция, самая великая манипуляция, это, да ты изменилась. Ты изменилась. Вот когда тебе так говорят, это не ты изменилась. Это значит, тебе говорят, что почему ты перестала быть для меня удобной. Понимаешь? Это манипуляция, когда говорят, ты изменилась, кто бы это ни говорил. Это манипуляция. Понимаешь? Потому что ты не поменялся, у тебя душа та же самая. Просто ты решила вот, что ты устала. А ты имеешь право устать. Кто-то с тобой перестанет общаться, ну и хер с ними. Кто-то будет на жалость давить, кто-то будет орать, манипулировать. Пусть. Пусть. Самое главное, я тебе вот еще раз повторяю, в который раз, чтобы у тебя прям вот, как сказать, впечаталось это в твой мозг. Всегда говори нежно, независимо от того, что ты говоришь. Всегда говори нежно и немножечко с улыбкой психопата. Тебя будут слышать. Понимаешь? А потом начни нет говорить себе. Когда вот внутри тебе голос говорит там, давай еще чуть-чуть, еще там одно дело, еще там, не знаю, неважно, там, протери пыль, да? Говори ему, да пошел ты нахер. Вот именно вот так, да. И спать иди, или в душ, или просто сядь, сериал включи, ничего не делай. Учись быть бесполезной. Вот в твоем случае именно этому надо учиться, потому что ты для всех полезная, а тебе нужно учиться быть лентяйкой. Учись быть той, кто ничего никому не должен. И требовать начни. Потому что ты меня смотришь, поэтому требовать учись.
Требуй помощи, требуй внимания, требуй, чтобы тебе мужик ужин приготовил. Только, еще раз повторяю, только нежно всегда говори. Хочешь, чтобы тебя услышали, чтобы от твоих слов был толк, говори нежно и маленечко с улыбкой психопата. Но нежной, понимаешь? Требуй вот, чтобы тебя обнимали просто так. Ну, там не просто прохожий, да, а то подойдешь к прохожему, скажешь: "Обними меня". И такая улыбочка психопата. Он хочешь не хочешь тебя обнимет, хоть даже незнакомый. Понимаешь? Требуй, требуй, чтобы тебя уважали. Перестань быть той, кто только дает. Стань той, кто берет. Без стыда, без вины, без вот этой вот херни. Ух ты, какой стишок я сочинил. Запомни. Стишок выучи, в понедельник перескажешь. И вот твой инстинкт, он тогда починится, когда ты поймешь одну простую вещь. Ты ценна, потому что ты просто есть. Не за то, что ты делаешь, не за то, сколько ты тащишь, а просто потому, что ты есть. Вот есть вот ты, и все на этом. И когда вот ты это по-настоящему поймешь, ты сможешь наконец-то остановиться и восстановиться. И это будет не слабость, это будет самая большая сила в твоей жизни. И, конечно же, помни, что я с тобой рядом.